В ходе геологической истории Земли на территории, занимаемой Россией, сформировалось 13 непохожих друг на друга регионов, которые ученые называют физико-географическими странами. Существование таких стран измеряется миллионами лет. У каждой свое происхождение, своя геологическая структура, особенности рельефа, а значит и особые природные условия, которые определяют ее своеобразие. Байкальская страна занимает восточную часть гор Южной Сибири. Возраст от 650 до 550 миллионов лет. Имеет средние высоты. Регион обладает высокой степенью сейсмичности. Забайкалье – часть Байкальской страны. Край невысоких гор, поросших тайгой, и степных межгорий. Это территория Алтайчейского заказника, подразделение Байкальского заповедника. Сейчас апрель. Главное событие в лесу в это время – ток глухарей. Петь самцы начинают затемно. Для выступления они выбирают поваленное дерево или небольшой пригорок. Выглядят они в период свадеб эффектно. В этих краях пересекаются ареалы обитания двух подвидов глухарей – обыкновенного, живущего в Европе и Западной Сибири, и каменного восточно-сибирского. Здесь они скрещиваются и образуют гибридное потомство. Если в пении самца нет скрежещущих звуков, а есть щелканье, похожее на звук кастаньет, то он ближе к каменному глухарю. Каждый самец стремится закрепить за собой участок, куда прилетят самки. Из-за территорий тут постоянные драки. Одновременно с глухарями, но не в лесу, а на открытых местах, атакуют их более мелкие родственники – тетерева. У них и участки меньше, поэтому столкновения соперников происходят чаще. Глухари поют подряд несколько часов и в конце заметно устают. Самки не прилетели, они появятся только на вторую или третью неделю тока. Днем глухарь будет отсыпаться и кормиться на лугах, чтобы на следующее утро вернуться на прежнее место. Весной погода капризная, в любой момент может пойти снег. Однако глухари все равно появляются на таковище. Концерт идет по расписанию. Чем ближе к Байкалу, тем выше становятся горы. Вдоль южного берега озера протянулся хребет Хамар-Дабан, где находится территория Байкальского заповедника. Южная его граница проходит по живописной реке Темник, текущей между хребтами Большой и Малый Хамар-Дабан. Осенью ученые проводят здесь учет благородных оленей, у которых сейчас пора гона. Звук трубы подражает реву самца. Для него это вызов на бой. Подманивают оленей не только люди, но и волки и тигры в уссурийской тайге. Поэтому олень в бой не бросается, и если не чует запах соперника, то быстро уходит.
Но ученым главное увидеть и посчитать. К сожалению, они не могут полностью контролировать численность. На зиму олени уходят по другую сторону темника, где меньше снега, а там на них разрешена охота. Центром всей Байкальской физико-географической страны, конечно, является озеро Байкал. Со всех сторон оно окружено горами, да и само его появление связано с процессами горообразования. Воды озера заполняют гигантскую тектоническую впадину, размеры которой с каждым годом увеличиваются. Байкал растет. В народе его издавна называли морем. Байкал уникален по разнообразию живых организмов. Причем больше половины видов – эндемики Байкала. Наиболее распространенные представители подводной фауны – ракообразные. Их здесь более 300 видов. Среди них есть маленький, размером около миллиметра, рачок эпишура. Он занимает одно из самых важных мест в экосистеме Байкала. Его суммарная масса составляет до 90% всей биомассы озера. Питается эпишура мелкой органикой, и во многом благодаря ему озеро славится прозрачностью воды. Есть у Байкала и другие природные механизмы, спасающие его от загрязнения. Крупнейший приток озера, река Селенга, приносит воды столько же, сколько остальные притоки. На ее берегах стоят несколько крупных городов и комбинатов. Если бы Селенга единым руслом впадала в Байкал, озеро уже не было бы таким чистым. Но за несколько километров перед Байкалом река разбивается на множество проток и образует дельту. Течение замедляется, тяжелые частицы оседают на дно, вода процеживается через плотные заросли водных растений. Перед самым выходом в озеро есть еще один барьер – песчаные косы, опоясывающие всю дельту. Их хорошо видно на космических снимках. На косах почти нет растительности. Их поверхность напоминает пустыню. Но это настоящие фильтры, которые еще раз процеживают речную воду перед тем, как она попадает в озеро. Сама дельта, как важнейший транзитный порт, становится средоточием жизни. Не случайно часть ее территории взята под охрану кабанским заказником, который тоже находится под юрисдикцией Байкальского заповедника. Здесь обитает множество связанных с водой видов. Самец андатры пересекает протоку с пучком травы для своих детенышей. На немногочисленных высоких деревьях дельты поселились колонии цапель и бакланов. В середине лета их птенцы мало уступают в размерах взрослым птицам и постоянно требуют от родителей пищи. Бакланы кормят птенцов полупереваренной рыбой, которую отрыгивают в подклювные мешки. И птенцы проверяют, не осталось ли там пищи. Цаплям и бакланам за рыбой приходится летать на довольно большие расстояния. Другие птицы поселились прямо у воды на низких островках дельты. Это чигравы, вид, занесенный в Красную книгу России. Они кормят птенцов мелкой рыбешкой, которую вылавливают тут же, недалеко от гнезд.
Когда находишься на заповедных территориях, кажется, что природный мир Байкала незыблем, а его богатства неиссякаемы. Это совсем не так. Ни рачки и пешура, ни водоросли дельты не способны бесконечно спасать озеро. Проблема его загрязнения сейчас стоит очень остро. Канализационные воды без очистки текут в Байкал. Возникают все новые предприятия на его притоках. Берега замусориваются, загрязняется воздух. Это уже не просто проблемы, которые надо решать. Это опасность, с которой надо бороться. Только бороться нужно с причинами, а не следствиями, как это часто бывает. Вот, например, повадился на мусорку в поселке Медведь. Пристрастившись к легкой добыче, он будет приходить сюда снова и снова. Этот зверь обречен, его убьют, потому что он представляет опасность для человека, а мусорка останется. Плакаты с просьбами не сорить на Байкале становятся криками о помощи. Борьба за чистоту Байкала вовсе не означает, что озеро нужно изолировать. Его рекреационные возможности велики, только нужно их использовать разумно. Чевыркуйский залив находится на территории заповедного Подлиморья в Забайкальском национальном парке. Залив мелководен, поэтому летом он хорошо прогревается, до плюс 24 градусов. Это самое теплое место на Байкале. Не случайно сюда приезжает множество туристов. Парк занимается организацией отдыха, расчетом рекреационной нагрузки. Славится Чевыркуйский залив количеством рыбы. Здесь оборудованы места для спортивной и любительской рыбалки. Работает в заливе и несколько рыболовецких артелей. Промышленный лов идет с помощью традиционного ставного невода, огромной сетчатой ловушки, которая устанавливается на весь рыболовный сезон и каждый день проверяется. Самая известная рыба Байкала – его эндемик – омуль. Когда в озере водилось множество осетров, омуль был обычной повседневной рыбой. Сейчас и он является деликатесом. Хотя и в наши дни уловы бывают большими. Есть в парке места, где сохраняется строгий заповедный режим. Ушканье острова. Здесь находится лежбище еще одного эндемика озера – Байкальской нерпы. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, как морской тюлень попал сюда за тысячи километров от ближайшего моря. Однако нерпа прекрасно себя здесь чувствует, дополняя цепь обитателей Байкала водным млекопитающим. Заповедное Подлиморье, помимо Забайкальского национального парка, включает в себя территорию Баргузинского заповедника, первого в России. Он был основан 100 лет назад, в 1917 году, для сохранения соболя. Сейчас, как и все заповедники, он решает комплексные задачи, а их для людей, спасающих природу Байкала, стоит множество. От охраны отдельных видов до сохранения всей экосистемы. Мы были на юго-восточном берегу озера. На противоположном находится еще один заповедник – Байкало-Ленский. Он охраняет сразу два уникальных объекта – часть побережья озера и верховья Лены. Исток одной из величайших рек в мире находится на Байкальском хребте всего в 7 километрах от озера. Если бы она, как многие другие реки, стекала со склонов, обращенных к Байкалу, путь ее был бы недолг.
Ее маршрут лежит в другую сторону, в Северный Ледовитый океан, и составляет 4300 километров. Верховье Лены – это горный край, поросший густой тайгой из лиственницы кедров. Она здесь горная река со стремительным течением, порогами и перекатами. Впрочем, за счет многочисленных притоков Лена довольно быстро становится полноводной и образует обширную долину. Лена большую часть года скована льдом. Это самая южная часть ее течения, но и здесь климат суров. Теплый сезон краток, поэтому, не тратя времени, как только сходит снег, природа вспыхивает всеми красками. Леса окутывают розовые облака рододендрона даурского. На открытых местах появляются первоцветы. В долину реки полакомиться свежей пробивающейся травой приходят благородные олени. Появляются и животные, впадающие в спячку. Почему-то принято считать, что за зиму медведи теряют весь накопленный запас жира и выходят из берлог изможденными. Это не так. Только теперь он начнет активно худеть, потому что нет еще ни ягод, ни нерестящейся рыбы. Его рацион сейчас трава, личинки насекомых, да оставшаяся с зимы падаль. Только в своем верхнем течении Лена принадлежит Байкальской стране. Спускаясь с гор, она меняет направление с западного на северное и оказывается в другой физико-географической стране.